Мифы живут дольше людей, которые их придумали. Они переходят из уст в уста, из книги в книгу, и с каждым повторением становятся все более похожими на правду. Твердую, незыблемую, очевидную. А потом приходит историк, открывает пожелтевший манускрипт или находит в запасниках музея предмет, который не вписывается ни в одну привычную схему, и весь карточный домик рассыпается. Именно такие истории собраны здесь. 30 глав, 30 разоблачений, 30 моментов, когда реальность оказывается куда более захватывающей, чем легенда. Если вы готовы узнать правду о мифах, в которые верили веками, поддержите этот цикл лайком и напишите в комментариях, какое разоблачение потрясло вас сильнее всего. Это вдохновит нас открывать новые архивы. Миф номер 1. Лошадь на троне или шутка, которую поняли неправильно. Представьте себе Рим. Не тот Рим из туристических буклетов с фонтанами и пиццей, а Рим живой, кипящий, пропитанный политическими интригами и страхом. Страхом перед императором, перед доносчиком, перед самой властью, которая могла раздавить человека так же легко, как раздавливают виноградину. Это Рим первого века нашей эры, и его правитель — молодой человек по имени Гай Юлий Цезарь Германик, которого история запомнила под прозвищем Калигула. Сапожок — так называли солдаты маленького мальчика, который рос в военном лагере отца и носил крошечные военные сапожки. Столетиями этот образ кочевал из книги в книгу, с экрана на экран. Безумный тиран, настолько утративший связь с реальностью, настолько презирающий своих подданных, что назначил лошадь, собственного любимого скакуна по имени Инцитат, членом Римского Сената. Сенатором, почетным гражданином, едва ли не консулом. История рассказывалась со смесью ужаса и тайного восхищения. Вот он, абсолютный деспотизм в его самом гротескном проявлении. Вот он, человек, смешавший политику с фарсом и заставивший высших чиновников империи сидеть рядом с конем на заседании. Эта история отлично работает. Она круглая, законченная, идеальная для иллюстрации тезиса о том, что абсолютная власть развращает абсолютно. Она вошла в учебники, в романы, в фильмы. Она стала синонимом политического безумия. А теперь откройте единственный первоисточник, из которого эта история известна. Это Светоний, римский биограф, писавший свои жизнеописания 12 Цезарей примерно через 80 лет после смерти Калигулы. 80 лет. Это как если бы современный автор описывал события начала XX века, опираясь исключительно на слухи, дошедшие до него через третьи руки. И что же пишет сам Светоний? Он использует фразу «говорят, что он намеревался». Намеревался сделать Инцитата консулом. Не сделал. Намеревался по слухам. Сам биограф не утверждает, что это произошло. Историк Мэри Бёрд, один из крупнейших специалистов по истории Древнего Рима, потратила годы на изучение источников об императорах и пришла к выводу, который переворачивает привычную картину. Калигула, по всей видимости, произнес свою знаменитую фразу об инцитате как политическую шутку. Жестокую, провокационную, намеренно оскорбительную, но шутку. Немецкий историк Алоис Винтерлинг разработал эту идею в своей биографии императора и показал механизм, который стоит за этой провокацией. Поставить лошадь на один уровень с сенаторами значит сказать им прямо в лицо, что ты думаешь об их достоинстве, их ценности, их политической значимости. Это не безумие, это ярость, выраженная через абсурд. Подумайте об этом. Калигула вырос при дворе, где политика была синонимом выживания. Его отец Германик умер при подозрительных обстоятельствах. Его братья и мать были уничтожены предыдущим императором Тиберием. Он видел, как работает система. Он знал цену каждому сенаторскому голосу, каждому поклону, каждой улыбке в мраморном зале. И когда этот молодой человек, переживший столько предательств, говорил, что его конь справится с работой сенатора, возможно, он говорил правду. Или то, что считал правдой о своем сенате. Реальный Инцитат, кстати, жил прекрасно. Это зафиксировано в источниках вполне достоверно.
У него была конюшня из мрамора, кормушка из слоновой кости, он носил попону из пурпурной ткани и ожерелье из драгоценных камней. Его навещали гости, для которых устраивались пиры, возможно, еще одна издевательская шутка императора. Но сенатором он не был. Никогда. Миф пережил правду по простой причине. Правда слишком тонка. Слишком требует контекста, понимания политической игры первого века, знания источников, а история про коня-сенатора умещается в одно предложение. И в этом предложении живет все, что мы хотим думать о власти, безумии и тирании. Миф родился из насмешки, но следующий, пожалуй, вырос из еще более неожиданного корня, из музыки, которой никогда не существовало. Миф номер 2. Скрипка над пожарищем или инструмент, которого не было. Лето 64 года. Рим горит. Это не метафора. Это не риторический образ. В середине июля, в ночной жаре, огонь вырвался откуда-то из лавок близ большого цирка, деревянных, пропитанных маслом, стоявших вплотную друг к другу, и за несколько часов превратил великий город в ревущее море пламени. Горели кварталы, горели храмы, горели архивы с документами, хранившими память о столетиях истории. Люди бежали, бросая все нажитое, давя друг друга в узких улочках, кричали в темноте, пропитанной запахом гари. И вот тут, на фоне этого апокалиптического полотна, история вписала один из своих самых живописных образов. Нерон, молодой, самовлюбленный, артистически одаренный тиран, стоит на вершине дворца или на каком-то возвышении, берет в руки скрипку и начинает играть. Играет, пока горит Рим. Играет и, по некоторым версиям, поет о гибели Трои. Образ жуткий и при этом почти красивый. Вот художник в своем безумии. Вот человек настолько вне реальности, что способен находить эстетическое удовольствие в катастрофе. Этот образ вошел в язык. Играть на скрипке, пока горит Рим. Фраза, которую употребляют, когда хотят описать преступное безразличие власти к страданиям людей. Ее произносят политики, журналисты, обычные люди. Она живет. У нее есть только две небольших проблемы. Обе принципиальные. Первая. Когда в Риме вспыхнул пожар, Нерон находился в Анции, в своей загородной вилле, примерно в 55 километрах от города. Он вернулся в Рим после того, как до него дошли известия о пожаре. И это зафиксировано у Тацита, историка куда более надежного, чем большинство источников той эпохи. Более того, Тацит описывает, как Нерон организовал помощь пострадавшим, открыл для беженцев императорские сады и склады с зерном. Это не портрет равнодушного тирана, любующегося заревом. Вторая проблема убийственна в своей простоте. Скрипки не существовало. Вообще. Как инструмента. В первом веке нашей эры. Скрипка — инструмент, появившийся в Северной Италии в XVI веке, примерно через 1500 лет после смерти Нерона. Если он что-то и играл, что тоже не подтверждается никакими достоверными источниками, то это была бы кифара, греческий струнный инструмент, что-то вроде сложной лиры. Нерон действительно увлекался музыкой и пением, что само по себе считалось в Риме занятием недостойным для императора. И это, по всей видимости, питало его дурную репутацию. Но от «увлекался пением» до «играл на несуществующем инструменте над пожаром», на котором его не было, расстояние колоссальное. Тацит, осторожный и скептичный, писал, что одни обвиняли Нерона в поджоге, другие говорили, что огонь вспыхнул случайно. Сам Нерон обвинил в поджоге христиан, что запустило одну из первых волн преследований. Историки до сих пор спорят о причинах пожара, но скрипачу над пожарищем в этой истории места нет, ни фактически, ни физически. Почему же образ выжил? Потому что он идеален. Он рассказывает нам все, что мы хотим думать о плохих правителях, в одной картинке, в одном жесте. Иногда метафора важнее факта, иногда опаснее. А за следующим мифом скрывается художник, чье безумие тоже оказалось куда более тонким, чем принято считать. Миф номер 3. Ухо художника или что на самом деле произошло в той ночи в Арле.
Декабрь 1888 года. Арль, на юге Франции. Ночь холодная, звездная. Такая ночь, которую сам художник потом опишет красками, густыми, как сама тьма. В маленьком желтом доме на Плас-Ламартен живут двое. Рыжеволосый голландец, пишущий одну картину за другой с лихорадочной скоростью, и его гость, эксцентричный, самоуверенный Поль Гоген, которого он сам пригласил, о котором мечтал месяцами, с которым теперь все чаще ссорится. Что произошло в ту ночь, точно не знает никто. Известно, что между ними разгорелась ссора. Известно, что Гоген ушел из дома. Известно, что потом, в ночной тишине, Винсент ван Гог взял опасную бритву и отрезал часть собственного уха. Известно, что он завернул отрезанный кусок в ткань и отнес его женщине по имени Рошель, работнице борделя неподалеку. Известно, что его нашли утром, истекающего кровью. И вот тут начинается миф. В массовом сознании этот эпизод превратился в историю о том, как художник, охваченный безумием, отрезал себе ухо целиком. Все ухо. Отчего-то это «все ухо» прилипло намертво в биографиях, в фильмах, в популярных пересказах. Драматичнее, безумнее, убедительнее. В 2016 году исследователи сделали находку, которая расставила точки над «и». Был обнаружен рисунок, сделанный доктором Феликсом Рэем, тем самым молодым врачом, который оказывал Ван Гогу помощь в больнице Арля той ночью. На этом наброске, сделанном от руки и адресованном американскому врачу Ирвингу Стоуну, доктор Рэй показал анатомически точно, что именно было отрезано — нижняя часть левой мочки уха. Небольшой фрагмент, не все ухо. Откуда взялось все ухо? Отчасти из автопортретов художника. Ван Гог написал несколько автопортретов с перевязанным ухом, и они стали иконическими образами. Но художник писал себя, глядя в зеркало, а значит, зеркальное отображение превращало поврежденное левое ухо в кажущееся правое. Это породило путаницу и домыслы, которые со временем обросли подробностями. Есть еще один слой этой истории, который обсуждается историками искусства по сей день. Немецкие исследователи Ганс Кауфман и Рита Вильдеганс в 2009 году выдвинули версию о том, что ухо отрезал сам Гоген в ходе ссоры, которая переросла в столкновение. Версия спорная, не принятая большинством историков, но показательная. Даже в этой, казалось бы, хорошо известной истории полная картина до сих пор ускользает. Что остается твердым? Художник — гений, терзаемый болезнью, которую тогда не умели ни называть, ни лечить. Ночь. Боль. Небольшой, но реальный кусок плоти, завернутый в ткань. И легенда, выросшая поверх реальности, как плющ поверх стены, до тех пор, пока саму стену стало не разглядеть. Следующий миф тоже связан с телом, но на этот раз с телом, закованным в сталь, которое якобы не могло двигаться. Миф номер 4. «Железный человек» или «Правда о рыцарских доспехах». Если вы видели хоть один голливудский фильм о Средневековье, а вы его видели, то знаете эту сцену наизусть. Рыцарь в полном доспехе стоит перед сражением. Его облачают несколько оруженосцев, потея от усилий. Потом он неловко взбирается на коня с помощью специального крана или приставной лестницы. Потом неуклюже движется по полю боя, как жестяная консервная банка, которую пытается открыть противник. Если его сбивают с коня, все. Он беспомощен, лежит, как перевернутая черепаха, пока его не добьют. Это кино, это не история. Средневековый рыцарский доспех — один из самых выдающихся инженерных достижений своей эпохи. Готический доспех XV века весил в среднем от 15 до 25 килограммов, приблизительно столько же, сколько снаряжение современного пехотинца. Но принципиальное отличие было не в весе, а в распределении. Доспех облегал тело по всей его поверхности, распределяя нагрузку равномерно на плечи, спину, бедра, голени. Никакой концентрации веса в одной точке. Суставные сочленения — локтевые, коленные, тазобедренные — были сконструированы с такой тщательностью, что обеспечивали практически полный диапазон движений.
Хранители Метрополитен-музея в Нью-Йорке провели эксперимент, надев на добровольцев подлинные доспехи XV века из коллекции. Участники могли не только ходить и бегать, но и садиться, приседать, имитировать боевые движения. Один из добровольцев с разбегу запрыгнул на лошадь, без крана, без оруженосца, без приставной лестницы. Рыцари действительно тренировались в доспехах, и специальные упражнения для этого были задокументированы в средневековых руководствах по фехтованию, которые дошли до нас. Они прыгали через препятствия, карабкались по лестницам и крепостным стенам. Вступали в пешие схватки, требующие ловкости и скорости. Представление о рыцаре, как о неподвижной статуе на поле боя, рассыпается при первом же знакомстве с реальными источниками. Откуда же пришел миф о беспомощном рыцаре? Отчасти из поздних церемониальных доспехов XVI и XVII веков, которые действительно были чрезвычайно тяжелыми и предназначались для парадов, а не для боя. Отчасти из литературы эпохи романтизма, которая создала свой образ Средневековья — тяжеловесный, торжественный, пышный. Отчасти из простой логики «раз это металл, значит тяжело и неудобно», которая не учитывает гений средневекового оружейного мастерства. Мастер-оружейник, ковавший доспех, работал с конкретным человеком, его ростом, весом, пропорциями тела. Следующая же история о невежестве совсем другого рода. О том, как общество судило человека за то, чего он сам не понимал. Миф номер 5. Тифозная Мэри или суд над бессимптомным веком. 1909 год. Нью-Йорк. В зале суда сидит женщина средних лет. Ирландка, кухарка. Человек без состояния, без связей, без знаменитого имени. Мэри Малон смотрит на судей с выражением, которое ее недоброжелатели опишут как упрямство, а ее сочувствующие — как отчаяние. Вокруг нее история, которая уже стала сенсацией в газетах. Тифозная Мэри — живая бомба замедленного действия. Женщина, которая намеренно заражала людей тифом, продолжая работать на кухне, зная о своей опасности. Эта история вошла в учебники. Имя тифозная Мэри стало нарицательным, синонимом человека, который сознательно распространяет болезнь, не считаясь с окружающими. Его применяют до сих пор в медицинских текстах, в публицистике, в повседневном языке. Образ жесткий, однозначный. Вот злодей, вот жертвы. Но что на самом деле произошло на том судебном заседании? Мэри Малон заявила, что не верила в свою заразность. Она никогда не болела тифом. По крайней мере, не болела в том смысле, который она понимала как болезнь. Как можно быть источником заразы, если ты не болен? Это был не риторический вопрос для нее. Это было реальное интеллектуальное затруднение, с которым медицина той эпохи еще толком не умела работать. Ее первое принудительное заключение на острове, 3 года в изоляции, было снято после того, как она пообещала больше не работать кухаркой. Но потом она снова вернулась к этой работе, под другим именем. И вот тут сочувствие исследователей разделяется. Одни видят в этом свидетельство непонимания, другие — свидетельство отчаяния женщины, у которой не было другого способа зарабатывать. В конечном счете ее снова арестовали и заключили под стражу. На этот раз до самой смерти. 23 года в изоляции. Она умерла в 1938 году, так и не приняв официальных обвинений. Историки сходятся в том, что с ней обошлись значительно жестче, чем с другими известными бессимптомными носителями того времени — мужчинами, часть из которых была связана с еще большим числом заражений, но которых никто не заключал под стражу пожизненно. Тифозная Мэри — это не история злодея. Это история человека, оказавшегося на пересечении своего невежества, невежества своей эпохи и социальной системы, которая очень удобно нашла козла отпущения. И следующий миф тоже про удобную легенду, но на этот раз легенду, которая служила политическому режиму. Миф номер 6. Поезда Муссолини или как рождается пропаганда. Есть фразы, которые живут отдельно от своего контекста. Зато при нем поезда ходили по расписанию. Одна из них.
В ней все есть. Признание жестокости и одновременно ее оправдание через эффективность. Кто-то произносит ее с горечью, кто-то с тайным восхищением. Она применяется к разным диктаторам в разных странах и разных десятилетиях, но первоначально к Бенито Муссолини, установившему фашистский режим в Италии в 20-е годы прошлого века. История звучит так. До Муссолини итальянские железные дороги были хаотичными, опаздывающими, ненадежными. Фашисты пришли к власти, и железные дороги вдруг заработали как часы. Поезда стали ходить точно, чисто, без задержек. Это и был главный аргумент апологетов режима. Пусть политические свободы ограничены, но зато порядок, зато эффективность, зато поезда. Проблема заключается в том, что поезда уже ходили по расписанию раньше. Большая часть модернизации итальянских железных дорог была проведена в период с 1900 по 1922 год, то есть до прихода Муссолини к власти. Национализация железных дорог, строительство новых линий, улучшение управления — все это было осуществлено предшествующими либеральными правительствами. Муссолини пришел к власти в октябре 1922 года и унаследовал систему, которая уже функционировала. Что он унаследовал вместе с ней, так это аппарат пропаганды, который умел превращать чужие достижения в собственные. Иностранные журналисты и туристы приезжали в Италию, ездили на поездах, замечали их точность и писали об этом как о достижении режима, не зная или не желая знать истории вопроса. Фашистская пресса охотно тиражировала эти материалы. Легенда ширилась. Более того, даже в период правления Муссолини итальянские поезда опаздывали. Не систематически, не катастрофически, но опаздывали. Ни один режим не может отменить технические сбои и погодные условия. Разница была в том, что при Муссолини об опозданиях не принято было писать в газетах. Это история о том, как пропаганда работает с реальностью. Она не обязательно лжет напрямую. Она просто присваивает чужие заслуги, замалчивает неудобные факты и повторяет одно и то же достаточно громко и достаточно долго, чтобы это стало общеизвестным. Следующий миф вырос из похожего процесса. Только вместо поездов в нем фигурируют рыцари, а вместо пропаганды — романтические фантазии XIX века. Миф номер 7. Рыцарь с книгой или образованный воин Средневековья. Когда мы слышим слово «рыцарь», в воображении возникает определенный образ. Огромный мужчина в стальных доспехах, умеющий рубить мечом, скакать на коне и, возможно, куртуазно поклоняться даме сердца. Но никак не читать латинские тексты при свете свечи или изучать юриспруденцию. Образ неграмотного воина, обладающего силой, но не образованием, настолько прочно вошел в культуру, что кажется само собой разумеющимся. Средневековье — это тьма, а рыцари — ее символ. Но исторические свидетельства рисуют совсем другую картину. Рыцарское воспитание позднего Средневековья, особенно начиная с XII-XIII веков, включало не только боевую подготовку. Образованный рыцарь считался идеалом куртуазной культуры. Он должен был уметь слагать и исполнять стихи, разбираться в музыке, знать основы богословия, читать и писать, как минимум на родном языке, а зачастую и на латыни. Многие рыцари вели переписку, составляли документы, участвовали в юридических процедурах, требовавших грамотности. Средневековые руководства по рыцарскому воспитанию, такие как трактат каталонского философа Рамона Льюля, книга о рыцарстве, написанная в конце XIII века, прямо перечисляют среди добродетелей рыцаря не только воинские навыки, но и мудрость, образованность, способность к суждению. Рыцарь без образования в этой системе ценностей был так же неполноценен, как рыцарь без меча. Конечно, степень грамотности варьировалась в зависимости от эпохи, страны и социального положения. Рыцарь-бедняк из провинциального замка действительно мог не уметь читать. Но утверждение о том, что рыцарство как сословие было поголовно неграмотным, это именно то, чем оно является — романтическим стереотипом, созданным в XIX веке. Эпоха романтизма, увлеченная Средневековьем, создала своих рыцарей — благородных, но диких, храбрых, но простых.
Этот образ прекрасно работал в литературе. К реальной истории он имел весьма отдаленное отношение. История о неграмотном рыцаре говорит нам больше о XIX веке, чем о XII. А следующий миф тоже вырос из недоразумения, но куда более странного. Из того, как современники неправильно поняли деловые интересы одного великого изобретателя. Миф номер 8. Слон и изобретатель или история, которую рассказали неправильно. 4 января 1903 года. Луна-парк на острове Кони-Айленд в Нью-Йорке. Толпа собралась, чтобы наблюдать за казнью слона по имени Топси, 50-летней слонихи, которую владельцы парка приговорили к смерти после того, как она убила 3 людей, включая пьяного смотрителя, который кормил ее зажженными сигаретами. Казнь была проведена с помощью электрического тока. Сохранилась киносъемка — 30 секунд мрачного, невозможного к просмотру документа эпохи. Эту пленку снимала компания Томаса Эдисона. И вот тут история разветвляется на правду и миф. Миф. Эдисон организовал публичную казнь Топси специально для того, чтобы дискредитировать переменный ток, продвигаемый его конкурентом Николой Теслой в ходе так называемой «войны токов». Он якобы лично присутствовал, он якобы дирижировал всем процессом, и гибель слона стала частью его пропагандистской кампании против переменного тока. Реальность. Война токов к 1903 году была давно завершена, и завершена победой переменного тока. Эдисон проиграл ее еще в 1890-е годы. Казнь Топси произошла через 10 лет после окончания этой борьбы. Эдисона не было на Кони-Айленде. Его компания просто прислала оператора, потому что документальная киносъемка была частью ее бизнеса. Переменный ток для казни выбрали владельцы парка из практических соображений, не по наущению Эдисона. Откуда же взялась эта история? Из вполне понятной ошибки нарратива. Эдисон действительно использовал публичные казни животных переменным током в ходе войны токов. Это задокументированный факт. Его компания снимала Топси. Это тоже факт. Когда два этих факта соединяются в голове человека, не знающего хронологии, получается связанная история. Ложная, но связанная. Топси погибла — это трагедия сама по себе, не нуждающаяся ни в каких дополнительных измерениях. Ее история заслуживает быть рассказанной честно. А честная история — это история о животном, которое провело в неволе полвека, о жестокости развлекательной индустрии того времени и о 30 секундах пленки, которые стали документом эпохи. Эдисон здесь ни при чем. Следующий миф тоже о черном цвете, но о совсем другом. Миф номер 9. Черный как символ скромности или правда о голландском золотом веке. Посмотрите на портреты голландских купцов XVII века, те, что висят в Рейхсмюзеуме или в Маурицхёйсе. Мужчины в строгих черных камзолах с белыми воротниками. Женщины в черных платьях с белоснежными кружевными манжетами. Серьезные лица. Никакой роскоши, никакой вычурности. Только строгость, сдержанность, протестантская аскеза. Все логично. Голландцы были кальвинистами. Они верили в труд, бережливость, скромность. Конечно, они носили черное, из благочестия. Это объяснение кажется таким естественным, что никто особенно не задается вопросом, а так ли это на самом деле? На самом деле не так. Получить устойчивый, глубокий, равномерный черный цвет при окрашивании ткани в XVII веке было невероятно сложно и дорого. Природные красители давали черный ненадежно. Ткань выцветала, приобретала буроватый или зеленоватый оттенок. Стойкий, насыщенный черный требовал многократного окрашивания в несколько этапов с использованием дорогостоящих компонентов — морены, дубовых галлов, сульфата железа. Импортные шерстяные и шелковые ткани, окрашенные в такой черный, стоили значительно больше, чем ткани менее сложных цветов. Иными словами, черный цвет в одежде богатого голландца XVII века был прежде всего заявлением о состоятельности. Это был самый дорогой цвет гардероба, не самый дешевый. Его носили, чтобы показать, что могут себе это позволить. Богатая отделка, кружева, меха, ювелирные украшения, которые хорошо видны именно на фоне черного,
дополнительно подчеркивало это послание. Протестантское благочестие без сомнения играло роль в культуре голландского Золотого века, но оно выражалось в других формах, не в цвете одежды. Богатые купцы носили черное по той же причине, по которой современные деловые люди носят дорогие часы. Это сигнал статуса, закодированный в материальном объекте. Следующий миф тоже про то, как мы неправильно читаем сигналы прошлого. Миф номер 10. Женщина у очага. Или как история переписала женский труд. Существует образ, который проник настолько глубоко в коллективное воображение, что его принимают за антропологическую истину. На протяжении всей истории человечества мужчины работали, охотились, воевали, торговали, строили, а женщины оставались дома, занимались детьми и домашним хозяйством. Это якобы естественный порядок вещей, восходящий к первобытным временам и сохранявшийся до тех пор, пока феминизм XX века не нарушил его. Этот образ исторически ложен, почти в каждом своем аспекте. На протяжении большей части истории человечества сельское хозяйство было доминирующей формой экономической деятельности. В торговле женщины вели счета, управляли лавками, участвовали в переговорах. Средневековые гильдии содержат записи о женщинах-членах, ткачихах, пивоварках, торговках. В Лондоне XIII и XIV веков существовали целые профессии, в которых женщины численно преобладали. Дневной труд продолжался 12-15 часов, и женщины работали этот же день наравне с мужчинами. Образ женщины у очага, которая не работает, а только ведет хозяйство, это продукт промышленной революции и викторианской идеологии XIX века, которая создала концепцию домашней сферы как пространства, предназначенного для женщины. Потом этот образ проецировался назад, на всю предшествующую историю, создавая иллюзию, что так было всегда. Так не было. А следующий миф — о человеке, которого эпоха тоже переписала по-своему. Миф номер 11. Понаписанное в трезвости или как клевета побеждает биографию. 1849 год. Балтимор. Эдгар Аллан По умирает при невыясненных обстоятельствах. Его находят на улице в бессознательном состоянии. Он доживает еще 4 дня в больнице, не приходя в ясное сознание, и умирает, не объяснив, что с ним произошло. Через несколько дней после его смерти в газетах появляется некролог, подписанный псевдонимом Людвиг. Людвиг — это Руфус Уилмот Гризуолд, литературный критик и антолог, который при жизни По питал к нему глубокую личную неприязнь. Некролог начинался словами: «Эдгар Аллан По умер. Он был известен, но мало кто его любил». Дальше следовало описание По как алкоголика, наркомана, аморального человека, неспособного на настоящую дружбу. Гризуолд при этом стал его литературным душеприказчиком. Реальность, которую восстанавливают современные исследователи, значительно сложнее. По действительно страдал от алкогольных срывов. Это задокументировано. Но эти срывы случались в периоды глубокого личного кризиса и были, по свидетельствам людей, знавших его лично, эпизодическими, а не постоянными. Свои главные произведения «Ворона», «Убийство на улице Морг», «Золотого жука», «Падение дома Ашеров» он писал в трезвом состоянии, с методичностью и профессионализмом, который сам описывал в своих эссе о поэтическом мастерстве. Более того, По был одним из первых в американской литературе, кто теоретизировал о структуре художественного произведения. Его эссе «Философия творчества» — это не бред воспаленного воображения. Это холодный, рациональный анализ того, как строится стихотворение. Это текст человека в полном обладании своими умственными способностями. Клевета Гризуолда пережила правду на 1,5 века. И пережила именно потому, что идеально совпало с тем, что публика хотела видеть в авторе темных историй. А следующий миф о другом человеке, которого тоже любят цитировать, не читая оригинала. Миф номер 12. Индейка против орла, или письмо, которое прочли неправильно. Одна из самых живучих американских исторических анекдотов. Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей, дипломат, ученый, изобретатель,
предлагал сделать национальным символом Соединенных Штатов не белоголового орлана, а дикую индейку. Орел, по его мнению, был птицей с дурным характером, а индейка — смелой, достойной, истинно американской. Эта история рассказывается с улыбкой. Вот даже отцы-основатели иногда высказывали странные идеи. В действительности Франклин никогда не делал такого официального предложения, никогда не настаивал на индейке как на государственном символе, никогда не выступал против орла в официальных дебатах или документах. Источник всего мифа — одно единственное частное письмо, написанное в январе 1784 года его дочери Саре. В этом письме Франклин иронически замечает, что изображение орла на печати общества Цинциннати больше напоминает индейку, и добавляет, что индейка в каком-то смысле более почтенная птица, не трус, не ворует пищу у других. Это была шутливая отцовская болтовня в частном письме, а не государственная позиция. Само письмо при жизни Франклина опубликовано не было. Когда его напечатали посмертно и широкая публика ознакомилась с ним, контекст шутки потерялся, а тезис «Франклин хотел индейку вместо орла» зажил своей жизнью. Это урок о том, как легко вырвать высказывание из контекста, особенно если контекст — это частная переписка, а вырванный тезис звучит достаточно забавно, чтобы его хотелось повторять. Следующий миф тоже о женщине и мужчине, но их история куда сложнее и политически насыщеннее, чем нам рассказывали. Миф номер 13. Покахонтас и Джон Смит, или Голливуд против истории. Лес Виргинии, 1607 год. Молодая дочь вождя паухатанов, девочка-подросток, чье настоящее имя было Аманути, хотя историки чаще называют ее Матаакой, бросается между топором палача и головой приговоренного английского капитана. Капитан спасен. Между двумя культурами установлен мир. Между двумя людьми — любовь. Именно так выглядит история версии, которую большинство из нас знает. Версии, которую закрепил Голливуд и которая живет в коллективном воображении как трогательная история о преодолении предрассудков и силе человеческой связи. У этой истории есть несколько существенных проблем. Первое. Когда произошли описываемые события, Покахонтас было приблизительно 10-12 лет. Джону Смиту — 27. Никакого романтического измерения в этой истории с самого начала быть не могло, и его нет ни в одном серьезном историческом источнике. Вторая. Сама история о спасении взята из мемуаров Смита, написанных через 17 лет после событий. В своих более ранних записях, созданных по горячим следам, Смит не упоминает никакого спасения. Эпизод появляется только в поздних воспоминаниях, когда Покахонтас уже умерла и не могла ни подтвердить, ни опровергнуть его. Третье. Историки, изучавшие культуру паухатанов, предположили, что если ритуал спасения и происходил, он мог быть частью традиционного обряда принятия в племя, а не актом импульсивного девичьего самопожертвования ради иностранца. Смит мог просто неправильно интерпретировать увиденное, или правильно интерпретировать, но по-другому использовать в нарративе. Реальная история Покахонтас значительно трагичнее и значительно интереснее голливудской версии. Она была похищена английскими колонистами, принуждена принять христианство, вышла замуж за плантатора Джона Рольфа, была привезена в Англию как живой экспонат цивилизованного дикаря и умерла там в возрасте около 21 года, так и не вернувшись домой. Это история о колониализме, о лишении идентичности, о человеке, превращенном в символ. Куда более важная история, чем романтическая сказка. А следующий миф — о предмете, который тоже существовал совсем не так, как принято думать. Миф номер 14. Пояс верности или изобретение, которого не было. Из всех образов Средневековья, которые живут в массовой культуре, этот, пожалуй, самый кинематографичный. Суровый рыцарь, уходящий в крестовый поход, надевает на жену металлический пояс с замком, кладет ключ в карман и отправляется на годы воевать за Святую Землю, совершенно спокойный насчет супружеской верности. Образ используется в комедиях, в драмах, в исторических романах. Он кажется таким органичным для эпохи. Грубый, жестокой,
где мужчина был собственником, а женщина — имуществом. Проблема. Историки не могут найти ни одного достоверного свидетельства о том, что пояса верности действительно применялись в средневековую эпоху. Единственное известное изображение чего-то похожего на пояс верности из средневекового периода — это рисунок в трактате немецкого инженера-механика Конрада Кизера «Беллифортис», датированном примерно 1405 годом. Но исследователи, изучавшие этот рисунок в контексте всего трактата, склонны считать его шуточной иллюстрацией, а не описанием реального устройства. Физические экземпляры поясов верности, хранящиеся в музейных коллекциях Европы, в том числе в венских и парижских музеях, и демонстрировавшиеся как средневековые артефакты еще в XIX-XX веках, при детальном изучении неизменно оказываются изделиями XIX века. Медицинское и металлургическое исследование этих предметов показывает, что металл, конструкция и обработка поверхности соответствуют технологиям именно этого периода. По всей видимости, они были изготовлены как антикварные подделки для коллекционеров, питавших интерес к мрачной экзотике темного средневековья. Это реальный исторический факт. Римская армия под командованием Публия Сципиона Эмилиана разрушила город после трехлетней осады. Разрушила методично, жестоко, до основания. Это тоже факт, зафиксированный в античных источниках. Часть населения была убита, остальные проданы в рабство. А потом к этой истории добавился один завершающий штрих. Победители якобы посыпали почву солью, чтобы на месте Карфагена ничего никогда больше не выросло. Символ окончательного уничтожения. Соль как проклятие на века. Этот образ почти идеален. Он законченный, ритуальный, несет в себе величие античной жестокости. Он стал метафорой. Посыпать солью развалины означает добивать поверженного врага до полного уничтожения. Его используют в политических текстах, в художественной литературе, в исторических аналогиях. Существует только одна проблема. Ни один античный источник, ни Полибий, ни Тит Ливий, ни Аппиан, ни Страбон, никто из писавших о разрушении Карфагена не упоминает никакой соли. Вообще. Ни слова. В источниках описывается сожжение, разрушение стен, гибель людей, продажа в рабство, но не соль. Историк Бенном Стил провел детальные исследования этого вопроса и установил, что история о соли появляется в американской историографии в XIX веке. Первая известная ссылка на нее в современном тексте датируется 1863 годом. По всей видимости, американские историки заимствовали образ из библейских преданий о проклятии земли или просто изобрели его как подходящую метафору для завершения рассказа. А потом этот образ обрел статус факта через повторение. Это особый вид исторической фальсификации, не намеренная ложь, а эффект телефона через поколение ученых. Кто-то написал метафорически, следующий прочитал буквально. Следующий за ним уже цитировал как факт. И так далее. Следующий миф демонстрирует похожий механизм, только герой там значительно изящнее. Миф номер 16. Плащ на луже или история, которую выдумал биограф. Елизавета I в пышном платье, окруженная придворными, стоит перед лужей на лондонской мостовой. Молодой, галантный Уолтер Рейли, поэт, мореплаватель, авантюрист, делает шаг вперед, с театральным жестом снимает с плеч плащ и расстилает его перед ногами королевы, чтобы та не замочила туфель. Королева удовлетворенно улыбается. Придворные восхищенно перешептываются. Рейли получает расположение государыни. Эта история настолько часто используется как иллюстрация эпохи елизаветинцев, куртуазности и придворного остроумия, что кажется почти само собой разумеющейся. Она стала символом галантности. Источник единственный. Это биографический очерк Томаса Фуллера «История достопримечательностей Англии», написанный примерно в 1662 году. Рейли умер в 1618 году. Между событием и его описанием как минимум 44 года, а вероятнее всего гораздо больше, если предположить, что события относятся к ранним годам карьеры Рейли при дворе,
то есть к 1580 годам. Расстояние в 80 лет между событием и его описанием. Томас Фуллер был известен своим даром рассказчика. Его тексты ценили именно за живость и увлекательность, качества, которые в биографическом жанре иногда достигаются за счет точности. Никакого современного источника, подтверждающего историю с плащом, не существует. Ни дневников придворных, ни переписки, ни официальных документов. Это не доказывает, что история не произошла. Это доказывает, что у нас нет оснований утверждать, что она произошла. Разница принципиальная, но именно ее часто игнорируют, когда хочется хорошей истории. Следующий миф касается масштабов, которые мы тоже привыкли измерять неверно. Миф номер 17. Самая кровопролитная война или тени монгольского завоевания. Первая мировая война. 1914-1918 годы. Грязь окопов, газовые атаки, многодневные артиллерийские бомбардировки, миллионы погибших по обе стороны фронта. Ее часто называют одной из самых разрушительных катастроф в истории человечества. Первой промышленной войной. Первой войной, в которой технология убийства масштабировалась до ранее немыслимых пределов. Учебники нередко описывают ее как самую смертоносную войну до Второй мировой. Как будто до 20 века человечество не знало конфликтов подобного масштаба. Это заблуждение. Не в масштабах жертв Первой мировой. Они чудовищны и неоспоримы. Заблуждение в том, что история до нее не знала сопоставимых по масштабу разрушений. Обратитесь к XIII веку. К завоеваниям Чингисхана и его преемников. Монгольские кампании прокатились через Азию и часть Европы в период примерно с 1205 по 1350 годы. Они уничтожили развитые цивилизации Центральной Азии, такие как Хорезмийская империя, от которой практически ничего не осталось. Они разрушили Багдад, столицу аббасидского халифата, один из крупнейших городов мира, центр науки и культуры, в 1258 году. По различным оценкам, в Багдаде было убито от 100 до 800 тысяч человек. Одно это событие нанесло удар, от которого арабский мир не оправился на протяжении столетий. Историки-демографы, изучавшие этот период, оценивают общее число погибших в ходе монгольских завоеваний в диапазоне от 40 до 60 миллионов человек. На фоне тогдашнего мирового населения, которое составляло от 300 до 400 миллионов человек, это означает гибель от 10 до 15% всего человечества. В пересчете на современное население это было бы более миллиарда жертв. Первая мировая война унесла около 17 миллионов жизней. Цифра ужасающая. Но в относительном выражении, с учетом доли мирового населения, монгольские завоевания несопоставимо разрушительнее. Они остаются в тени отчасти потому, что у их жертв не было возможности писать историю. Их письменные традиции были уничтожены вместе с библиотеками. Следующий миф о другой тени, которую не принято признавать. Миф номер 18. Рабство и Север, или история, которую не хотят помнить. Рабство в Соединенных Штатах — это южный феномен. Именно так выглядит привычная схема. Хлопковые плантации, особняки с колоннами, конфедерация. Север же — это промышленность, свобода, борьба с рабством. Именно поэтому гражданская война разделила страну по этому принципу. Юг — как территория рабства, север — как территория свободы. Эта схема удобна. Она создает четкое моральное разграничение, позволяет жителям северных штатов идентифицировать себя со стороной добра в исторической драме. Она неверна. Рабство существовало во всех 13 британских колониях к концу XVII века. Нью-Йорк, крупнейший город северных колоний, имел второй по величине процент рабского населения в Северной Америке к XVIII веку. В Нью-Йорке рабство не было официально отменено до 1827 года, более чем через полвека после провозглашения независимости. По некоторым оценкам, рабский труд использовался при строительстве и обслуживании значительной части самого города. Но дело не только в юридическом статусе рабства на севере. Северная промышленная экономика была глубоко встроена в рабскую систему через хлопок.
Ткацкие фабрики Новой Англии перерабатывали хлопок, выращенный руками рабов на южных плантациях. Финансовые дома Нью-Йорка финансировали плантационное хозяйство. Страховые компании Новой Англии страховали рабов как имущество. Миф номер 19. Феминизм 60-х или невидимые женщины движения. Если спросить большинство людей о феминистском движении 60-70-х годов XX века в США, в ответе непременно появится образ белой женщины среднего класса с высшим образованием, возможно, выпускницы престижного университета, уставшей от роли домохозяйки. Это устойчивый образ. Феминизм второй волны как движение привилегированных. Этот образ непропорционально занял пространство исторической памяти, вытеснив из нее тех, кто в значительной мере стоял у истоков движения. Историки феминизма, работавшие с архивами профсоюзов и организаций по защите гражданских прав того периода, показывают, что возрождение феминизма в начале 60-х годов было во многом движением рабочего класса. Женщины, работавшие на фабриках и в сфере услуг, черные, белые, латиноамериканки, сталкивались с конкретными экономическими требованиями: равной оплатой труда, защитой от сексуального преследования на рабочем месте, оплачиваемым декретным отпуском. Такие организации, как Комиссия по статусу женщин, созданная Джоном Кеннеди в 1961 году, включали профсоюзных активисток и женщин из рабочего класса среди своих ключевых участниц задолго до того, как женское освобождение стало темой журналов для среднего класса. Историческая память часто архивирует движение через их наиболее медиатизированных представителей, а в 60-е годы медиа проявляли значительно больше интерес к образованным белым женщинам, чем к профсоюзным активисткам с фабрик. Так одни голоса остались в архивах, а другие вошли в учебники. Это уже не первый раз, когда история отдает предпочтение удобному нарративу. А следующий миф — один из самых политически значимых в этом собрании. Миф номер 20. Права штатов, или что написали сами конфедераты. Гражданская война в США 1861-1865 годы — один из самых кровопролитных конфликтов в американской истории. Около 650 тысяч погибших, по некоторым оценкам больше. И один из самых устойчивых мифов в американской исторической памяти — конфедерация воевала не за рабство, а за принцип прав штатов, право региональных правительств самостоятельно определять свою политику без вмешательства федерального центра. Эта версия получила распространение после окончания войны и получила название «потерянное дело» — «lost cause». Согласно ей, конфедерация была благородным делом, проигравшим численно превосходящему противнику, а причины войны были куда сложнее, чем простое сохранение рабства. Есть первичные документы, написанные самими лидерами конфедерации, в момент, когда у них не было причин скрывать свои намерения. Декларации о выходе из Союза — официальные государственные документы, принятые штатами конфедерации в 1860 и 1861 годах, называют причины сецессии прямо и однозначно. Декларация Техаса называет рабство определяющим институтом и прямо говорит о расовом превосходстве. Декларация Миссисипи открывается словами: «Наши позиции полностью идентифицированы с институтом рабства». Декларация Джорджии посвящена почти целиком защите рабства от федеральных ограничений. Александр Стивенс, вице-президент конфедерации, в своей знаменитой краеугольной речи в 1861 году прямо заявил, что рабство является краеугольным камнем конфедерации. Это не интерпретация историков. Это слова лидеров конфедерации, записанные в официальных документах. Нарратив прав штатов был разработан после поражения, отчасти как психологический механизм, отчасти как политическая стратегия. Следующий миф о человеке, чьи реальные достижения тоже оказались запутаны в клубке упрощений. Миф номер 21. Франклин и змей, или кто открыл электричество? Гроза. 1752 год. Бенджамин Франклин с воздушным змеем в руках в грозовую ночь на открытом поле
запускает нить с ключом в штормовое небо и ждет. Молния бьет в змея, ключ искрит. Электричество проходит по мокрой нити в руки ученого, и тот, не получив серьезного вреда, торжествующе объявляет: «Электричество открыто». Эта картина — одна из самых знаменитых в истории науки. Она украшает учебники, воспроизводится в мультфильмах, используется как символ научной дерзости и любопытства. В ней несколько принципиальных неточностей. Первое. Франклин не открыл электричество. Электрические явления были известны и изучались задолго до него. Опыты с электростатикой проводились европейскими учеными на протяжении нескольких десятилетий. То, что доказал Франклин, это электрическая природа молнии. Факт, что молния есть электрический разряд, а не, скажем, гнев богов или сверхъестественное явление. Это важное научное открытие, но принципиально другое, чем открытие электричества. Вторая, и куда более серьезная, историки науки сомневаются в том, что знаменитый эксперимент с воздушным змеем был проведен именно так, как описывается в популярной версии. Если бы молния действительно ударила в змей, то есть если бы полная мощь молнии прошла по веревке, Франклин был бы убит на месте. Загадка остается. Что не остается под сомнением, его значительный вклад в науку об электричестве и изобретение громоотвода. Следующий миф о другом слове, значение которого мы тоже унаследовали с искажениями. Миф номер 22. Вандалы в Риме или как появилось слово. 1952 год. Париж. Студент пишет на стене здания. Прохожий возмущается. Вандализм! И это слово кажется настолько органичным, настолько древним, настолько связанным со своим источником, что никто не задается вопросом, а когда оно появилось. Слово «вандализм» существует всего около 250 лет. И придумал его не историк, описывавший разгром Рима германским племенем вандалов в 455 году. Вандалы действительно вошли в Рим в 455 году и грабили город в течение 2 недель. Это исторический факт. Но несколько современных источников отмечают, что вандальское войско вело себя относительно дисциплинированно для армии эпохи, проводившей военный грабеж города. Они систематически выносили ценности — золото, серебро, предметы искусства, людей в качестве заложников, но не поджигали здания массово и не устраивали неизбирательную резню мирного населения. Современный им автор, Проспер Аквитанский, отмечал, что король вандалов Гейзерих запретил убийства и поджоги. Сравнение этого с другими разграблениями Рима в 410 году, когда вестготы Алариха взяли город, дает неожиданный результат. Поведение вандалов в ряде отношений было менее деструктивным. Григуар использовал вандалов как ярлык для политических противников, и ярлык прижился. Следующий миф тоже про образ, который прижился вопреки истории. Миф номер 23. Альфред и Лепешки или как создаются народные герои. 9 век. Западная Саксония. Великий английский король Альфред прячется в болотистых низинах, спасаясь от датских захватчиков-викингов, разгромивших его войско. Он находит убежище в хижине бедной крестьянки, которая, не зная, кто ее гость, просит присмотреть за лепешками, выпекающимися у огня. Альфред, погруженный в стратегические раздумья о спасении королевства, забывает о лепешках. Они сгорают. Хозяйка ругает его, не ведая, кого бранит. Эта история — одна из самых известных историй о монархах в английской традиции. Она рассказывает о великом человеке, способном быть великодушным и смиренным, о единстве короля с простым народом, о человеческой слабости даже у сильных мира сего. Проблема в хронологии. Эта история впервые появляется в письменных источниках примерно в 1100 году. Альфред умер в 1899, нет, в 899 году. Между смертью короля и первым упоминанием истории о лепешках более 100 лет. Историк Чарльз Пламер, один из крупнейших исследователей биографии Альфреда, охарактеризовал эту историю как совершенно несовместимую с подлинной историей его правления. Не потому что Альфред не мог укрываться у крестьян.
а потому что нарратив слишком очевидно служит конкретной идеологической цели — создать образ народного короля, близкого к простым людям. Альфред действительно был незаурядным правителем. Это зафиксировано в источниках, современных его правлению. Он реформировал систему права, поддерживал образование, создал флот для защиты от датских набегов, сохранил независимость Уэссекса. Его реальные достижения значительны, но народной памяти реальных достижений оказалось мало. Понадобилась история о лепешках. Следующий миф тоже о названии, которое говорит совсем не то, что мы думаем. Миф номер 24. Нацисты и социализм, или слово в названии. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Само название, кажется, говорит за себя. Вот они, социалисты, рабочая партия, социалистическая прямо в названии. Следовательно, нацизм — это разновидность социализма, и нацисты принадлежат к левому политическому спектру. Этот аргумент воспроизводится в определенных политических дискуссиях с завидной регулярностью. История говорит нечто принципиально иное. Адольф Гитлер ненавидел социализм. Не риторически, не для публики. Ненавидел как политическую систему и идеологию, и эта ненависть была неотделима от его антисемитизма. В его мышлении еврейский большевизм и марксистский социализм были синонимами мирового заговора против германской нации. Название партии с социализмом в нем было пропагандистским решением 20-х годов, когда партия пыталась привлечь голоса рабочего класса, конкурируя с настоящими левыми партиями. Это был маркетинг, а не политическая программа. Реальная экономическая политика нацистской Германии была направлена на сотрудничество с крупным бизнесом и уничтожение независимых профсоюзов, что является прямой противоположностью социалистической программы. Читать политическое содержание из названия партии примерно то же, что определять состав блюда по названию ресторана. А следующий миф о месте, которое мы тоже видим совсем не таким, каким оно было. Миф номер 25. Мрамор и бронза или Колизей, которого мы не знаем. Когда мы думаем о Колизее, мы думаем о живописных руинах, о мощных аркадах из желтоватого травертина, о разомкнутом кольце стен, сквозь которые видно небо. Это одна из самых узнаваемых форм в мировой архитектуре. И именно в этом виде она существует в нашем воображении как аутентичный образ Рима. Но это Колизей, разобранный на строительный материал, пострадавший от землетрясений и тысячелетий небрежения. Это не тот Колизей, который видели жители Рима в I или II веке нашей эры. Колизей, открытый в 80-м году нашей эры при императоре Тите, был облицован снаружи плитами белого мрамора, гладкого, сверкающего, отражавшего средиземноморское солнце. Внутри его украшали статуи из мрамора и бронзы, ниши с фигурами богов и героев, цветные мраморные полы. Декоративные металлические детали, бронзовые щиты, орнаментальные гребни дополняли фасад. Рядом с Колизеем возвышалась колоссальная статуя, 30-метровая бронзовая фигура Нерона, впоследствии переделанная в образ бога солнца Гелиоса, давшая по одной из версий самому амфитеатру его прозвище — Колизей от слова «колоссальный». Эта статуя исчезла в Средневековье, ее бронза была переплавлена. Мрамор облицовки начали разбирать в средние века. Строительный материал был слишком ценен, чтобы оставлять его лежать в огромном недействующем амфитеатре. Дворцы, церкви и дома Рима строились в том числе из камня, взятого из Колизея и других античных монументов. То, что мы сегодня называем руинами, это результат не только времени, но и целенаправленного использования здания как каменного карьера на протяжении столетий. То, что мы видим, это скелет, а следующий миф о словах, которые якобы существовали там, где их никогда не было. Миф номер 26. Здесь обитают драконы или миграция картографической легенды. Здесь обитают драконы, hic sunt dracones. Это выражение, по всеобщему убеждению, картографы Средневековья и эпохи Возрождения писали на тех участках карты, где заканчивалось известное и начиналось неизвестное.
Белые пятна неисследованных территорий, края Земли, терра инкогнита. И надпись, предупреждающая путешественника о том, что дальше нет ничего, кроме опасности и неведомых чудовищ. Этот образ стал метафорой, культурным клише, названием книг, фильмов, компьютерных игр. Он прекрасно описывает психологию первооткрывательства, границу между известным и неизвестным, дерзость тех, кто решался пересечь ее. Единственная проблема. Эта надпись встречается ровно на 2 картах из всего корпуса средневековой и ренессансной картографии. На 2. Первая. Глобус Хант-Ленокс, изготовленный приблизительно в 1500 году и хранящийся ныне в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Вторая. Так называемый глобус из страусиного яйца, датированный тем же периодом, обнаруженный несколько лет назад и, по всей видимости, являющийся копией первого. В обоих случаях надпись располагается в конкретном месте, у берегов Юго-Восточной Азии. Это не обозначение неизвестных территорий вообще. Это, предположительно, ссылка на морских чудовищ, о которых рассказывали путешественники, побывавшие в этих водах. Никакой традиции писать «здесь обитают драконы» на неизведанных частях карты не существовало. Медиевисты, изучавшие картографию Средневековья, единодушны в этом. Неизведанные территории обычно оставлялись пустыми или заполнялись другими изображениями. Людьми с диковинной внешностью, экзотическими животными, морскими существами, но не стандартной драконьей надписью. Происхождение мифа в смешении нескольких источников и в привлекательности образа. А следующий миф — о человеке, который, возможно, никогда не существовал. Миф номер 27. Вильгельм Тель или герой без биографии. Горная Швейцария, конец XIII века. Австрийский наместник Гесслер установил на шесте свою шляпу и приказал всем проходящим кланяться ей. Свободолюбивый горец Вильгельм Тель отказался. В качестве наказания и испытания Гесслер приказал Теллю выстрелить из арбалета в яблоко, поставленное на голову его собственного сына. Тель выстрелил. Яблоко было сбито. Мальчик остался жив. Эта история стала символом швейцарской национальной идентичности, свободолюбивого народа, отстаивающего независимость перед лицом иноземного угнетения. Вильгельм Тель стал национальным героем, увековеченным в пьесе Шиллера, в опере Россини, в многочисленных памятниках и народных праздниках. И при этом историческое существование Телля не подтверждается ни одним документом с современным описываемым событием. Швейцарские историки, занимавшиеся этим вопросом на протяжении нескольких столетий, установили следующее. Первые письменные упоминания о Вильгельме Телле появляются в документах примерно 1470-х годов, почти через 200 лет после предполагаемых событий. Для исторической легенды это огромный разрыв. Ни в одном административном документе, ни в одной хронике того времени, относящейся к кантонам Уре, Швиц и Унтервальден, имя Телля не упоминается. Но еще более примечательна другая находка. Сюжет об искусном стрелке, вынужденном сбить яблоко с головы сына, существует в нескольких скандинавских источниках, в том числе в деяниях данов Саксона Грамматика, написанных примерно в 1202 году, где рассказывается похожая история про лучника по имени Токи. Это как минимум на 2 столетия раньше предполагаемых событий жизни Телля. Вопрос о том, был ли Тель реальной личностью, легендарным персонажем или адаптированным скандинавским мотивом, занимает историков до сих пор. Его несуществование не отменяет ничего важного в швейцарской истории борьбы за независимость. Эта история реальна. Но Тель в ней — символ, а не человек с биографией. Следующий миф тоже о символе, только уже из другой культуры и другой эпохи. Его носят как знак связи с древней мудростью Египта, как символ жизни и вечности, как эстетический элемент, апеллирующий к таинственному. Ангх действительно означал жизнь в египетской традиции, это правда. Он встречается в тысячах изображений, связан с богами, с царской властью, с загробным миром, с жизненной силой. Это один из центральных символов египетской религиозной системы.
Но есть важный вопрос. Что именно современные люди, носящие анг, связывают с оригинальным символом? Современная египтомания, массовое увлечение египетской эстетикой и символами, имеет вполне конкретную историческую точку происхождения. Наполеоновские походы в Египет в 1798-1801 годах французская армия пришла в Египет с учеными и художниками, которые документировали увиденное. По возвращении во Францию эти материалы были опубликованы в монументальном описании Египта и запустили волну европейского увлечения египетской эстетикой в архитектуре, декоративном искусстве, моде. Второй волной был интерес, вызванный открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Это была европейская конструкция, образ Египта, отфильтрованный через европейское восприятие, эстетизированный, отделенный от религиозного и культурного контекста. Анх, попавший через эту фильтрацию на современные украшения, несет в себе не египетскую традицию, а европейское воображение о египетской традиции. Это разные вещи. А следующий миф о случайности, которая оказалась не такой случайной, как принято думать. Миф номер 29. Принцип в кафе или механика исторического совпадения. 28 июня 1914 года. Сараево. Утро этого дня могло стать рядовым днем в истории. Могло. Группа молодых националистов расставлена вдоль маршрута кортежа эрцгерцога Франца Фердинанда. Один из них, Недельяша Чабринович, бросает бомбу. Бомба отскакивает от автомобиля и взрывается под следующей машиной, ранив нескольких человек. Кортеж мчится к ратуше. Покушение провалилось. Гаврила Принцип, стоявший дальше по маршруту, понимает, что момент упущен. Кортеж проехал. Он идет в сторону. Кафе или лавки неподалеку. А потом произошло случайное стечение обстоятельств, которое изменило историю 20 века. Кортеж поехал обратно. После официального приема эрцгерцог захотел навестить раненых в больнице по измененному маршруту. Водитель головного автомобиля не получил информации об изменении маршрута и повернул не туда, остановился. Именно там, где стоял Принцип. Этот эпизод часто описывается как одно из величайших совпадений в истории. Террорист случайно встретил свою жертву у кафе, случайно зайдя перекусить после неудавшегося покушения. Историки, изучавшие этот день по первичным источникам, уточняют картину. Да, маршрут был изменен. Да, встреча произошла случайно в смысле того, что Принцип не знал заранее, что кортеж проедет именно здесь. Но Принцип не просто зашел перекусить и не ушел из района. Он оставался в зоне, где должен был проехать эрцгерцог, намеренно ожидая возможности. Он не отступил после неудачи Чабриновича. Он ждал. Это не случайность. Это комбинация намерения, ожидания и стечения обстоятельств. Коктейль, который часто стоит за событиями, впоследствии описываемыми как роковые совпадения. История не определяется случаем, но случай в ней присутствует, особенно в дни, когда решаются судьбы народов. И последний миф этого сборника о человеке, чья судьба тоже описана через образ, далекий от реальности. Миф номер 30. Смерть Чингисхана или полководец, которого никто не видел падающим. Он создал крупнейшую сухопутную империю в истории человечества. Его армии прошли от Тихого океана до Каспийского моря, от монгольских степей до ворот Центральной Европы. Его имя стало синонимом военной мощи, жестокости завоевателя и одновременно абсолютного величия стратегического таланта. Чингисхан. Его смерть в массовой культуре — финал достойный. Великий полководец, пав в бою, завершает жизнь так же, как жил. Воин, умерший с оружием в руках. Чингисхан умер в 1227 году во время осады государства Сися, расположенного на территории современного северо-западного Китая. Ни один источник, заслуживающий доверия, не описывает его гибели в бою. Официальная монгольская историческая традиция говорит о болезни. По различным версиям,
осложнение после падения с лошади или тяжелая инфекция, развившаяся во время военного похода. Тайная история монголов, ближайший к событиям источник, описывает его болезнь и смерть в лагере. Персидские и китайские источники предлагают версии, которые варьируются в деталях, но сходятся в том, что умер он не в бою. Одна из версий, весьма поздняя и не подкрепленная надежными источниками, описывает смерть от ранения стрелой. Другая, еще более экзотическая, называет причиной смерти пленницу. Обе принадлежат категории историй, которые рассказывают о людях такого масштаба. Смерть должна быть эффектной, достойной, нарративно убедительной. Реальность, болезнь в военном лагере, в преклонном для того времени и образа жизни возрасте, не удовлетворяет этому требованию. Мы снова возвращаемся к тому же самому. История предпочитает образы людям. Образ великого воина, умирающего в бою, вытесняет правду о пожилом человеке, умирающем от болезни в палатке. Это не значит, что Чингисхан менее велик или менее значителен как историческая фигура. Это значит, что величие не требует красивой смерти, и что история, которую мы рассказываем о великих людях, всегда немного больше о нас самих, чем о них. 30 историй, 30 разоблачений. В реальности Калигула шутит над Сенатом, и шутка теряется в веках, превращаясь в анекдот о безумии. В реальности Нерон находится за 50 километров от пожара, и его имя все равно сгорает вместе с городом. В реальности Ван Гог отрезает небольшой фрагмент мочки уха, и это превращается в историю о целом ухе. В реальности Покахонтас была девочкой-подростком, а не романтической героиней. Правда требует усилия. Она требует источников, контекста, готовности расстаться с красивой картинкой. Она требует признать, что прошлое сложнее, чем нам хотелось бы. Но именно поэтому она ценнее любого мифа. Потому что она настоящая. Потому что за каждым развенчанным заблуждением стоят реальные люди с их настоящими страхами, настоящими мотивами, настоящими жизнями, которые были куда более запутанными и куда более человеческими, чем позволяет любая легенда. Архив открыт. Заходите снова.